Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 27 мая. Девочки и мальчики, сегодня волшебный, радостный, чудесный день. Поэтому обязательно в этот день проведите одну простую практику. Возьмите буквально щепоточку соли, бросьте ее на свой порог и скажите определенные слова, и обязательно для вас этот день пройдет прекрасно и чудесно. Также вы правильно сонастроитесь с энергиями Вселенной на целую неделю. Как правильно провести практику и почему у нас сегодня такой необычный день, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Также, друзья, напишите в комментариях следующие слова. У меня день чудесный и изобильный, 27 мая. Истинно да будет так. Девочки и мальчики, также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Поверьте, нам очень-очень приятно. Итак, сегодня, друзья, 27 мая, особенный день, когда вы можете привлечь в свою жизнь и радость, чудеса, и провести простую практику с солью. Как вы знаете, именно соль обладает мощными очищающими и защитными свойствами и поможет создать вокруг вашего дома положительное энергетическое поле и привлечь удачу. Помните о том, что главное – это ваша искренность, это вера, и у вас обязательно все получится. И следуя тем принципам, вы сможете изменить свою жизнь к лучшему и открыть дверь чудесам. И вы знаете, девочки и мальчики, сегодня у нас с вами 27 мая, понедельник. Многие скажут о том, что «Ой, сегодня у меня будет тяжелый день». Если вы ставите себе такую задачу, то, скорее всего, у вас это так день не пройдет. Но энергетика этого дня, она, наоборот, будет вас подталкивать, вам будут сопутствовать, давать определенные знаки для того, чтобы вы видели и, соответственно, сделали все так, чтобы было именно для вас только в лучшем ключе. Давайте посмотрим, что сегодня нам говорит лунный календарь на этот день, 27 мая. Итак, у нас с вами сегодня 27 мая, друзья, убывающая луна в знаке зодиака Козерог, и у нас сегодня с вами 19-е лунные сутки. Вы знаете, что Козерог – это знак зодиака, который у нас ассоциируется с трудолюбием, амбициями и стремлением к достижению долгосрочных целей. Влияние знака Козерог делает этот день идеальным для планирования и систематизации, а также для работы над проектами, которые будут требовать от вас терпения и усидчивости. Люди в этот период могут чувствовать себя более организованными и ответственными, что будет способствовать успешному выполнению задач. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня тот день, когда могут ни с того ни с сего всплывать какие-то скрытые проблемы, какие-то скрытые конфликты. Поэтому будьте готовы к тому, что какие-то старые нерешенные вопросы потребуют вашего внимания. Главное здесь не расстраиваться и понимать о том, что то, что вы в прошлом не закрыли, не разрешили, не поставили жирную точку, вот именно сегодня это может проявиться. Кроме того, сегодня хороший день для размышлений, для анализа своих действий и поступков. Постарайтесь сами для себя понять, что в вашей жизни требует изменений. Обращаем ваше внимание, сегодня мы не действуем, а именно вы должны проанализировать, вы должны разобраться и понять для себя. Кроме того, энергия этого дня все-таки в какой-то степени предрасполагает к каким-то спорам, каким-то разногласиям. Поэтому старайтесь все-таки быть мудрыми сегодня, терпеливыми, сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. При этом провокации сегодня могут быть не только со стороны близких, родных людей или тех людей, с кем вы работаете, но даже, например, в общественном транспорте, в магазине и так далее. Помните о том, что у некоторых людей сегодня не хватает энергии, все-таки убывающая луна, и они вот только вот так и знают, как пытаться подтянуть, знаете, как вампиры, подцепиться к другим людям. Обращаем ваше внимание, что профессиональная деятельность сегодня будет в центре внимания. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог будет способствовать продуктивной работе, особенно если вы занимаетесь какими-то долгосрочными проектами. Также это хороший день для завершения дел, подведения итогов и наведения порядка.
В то же время будьте сегодня осторожны и в общении с близкими, родными людьми. Кроме того, постарайтесь сегодня в общении избегать любых острых углов и не втягиваться в ненужные споры. Также сегодня обратите внимание на свое физическое и эмоциональное состояние. Убывающая луна способствует очищению организма, поэтому это сегодня хорошее время для детоксикации и избавления от вредных привычек. Однако избегайте перенапряжения и излишнего стресса. Что же касательно финансов, то сегодня не рекомендуется начинать новые финансовые проекты или заключать крупные сделки. Лучше постарайтесь сосредоточиться на анализе текущего положения и планировании будущих расходов. Также обращаем ваше внимание, что энергия этих лунных суток может вызвать эмоциональные всплески и непредсказуемое поведение. Старайтесь контролировать свои эмоции и не принимайте импульсивных решений. Кроме того, высока вероятность сегодня ссор и недоразумений. Будьте терпимы к окружающим и старайтесь разрешать споры только мирным путем. Кроме того, символом этого дня является паук, который указывает сегодня на возможные обманы и манипуляции. Поэтому все-таки будьте на протяжении всего дня бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям, особенно тем предложениям, которые будут вам идти даже от тех людей, которые, как вы думаете, вы знаете. Это могут быть и ваши знакомые, это могут быть и коллеги по работе. Помните о том, что каждый человек всегда пытается найти выгоду. И вот сегодня именно этот день, 27 мая, вы должны как минимум на интуитивном уровне чувствовать, что есть люди, которые пытаются всеми своими силами ввести вас в заблуждение для того, чтобы, возможно, спровоцировать вас на что-то, чтобы вы не подумали, не проанализировали и так далее. Кроме того, хоть сегодня и понедельник, начало новой рабочей недели, но именно убывающая луна может вызывать чувство усталости и снижение энергии. Главное, чтобы не перенапрягались и постарались уделить больше внимания отдыху и восстановлению сил, особенно в вечернее время. Что же касательно лунного календаря здоровья, то вы должны понимать и то, что влияние знака Козерога на здоровье проявляется через стремление к систематическому подходу к лечению и профилактике заболеваний. Поэтому в этот день особенно полезны следующие мероприятия. Убывающая луна будет способствовать выведению токсинов из организма. Полезно провести сегодня и разгрузочный день. Пить как можно больше воды, также пейте сегодня травяные чаи и употребляйте по возможности легкую пищу. Кроме того, влияние знака зодиака Козерог благоприятно для ухода за кожей, особенно для очищающих масок и скрабов. В этот день кожа будет лучше воспринимать уходовые процедуры, которые будут направлены на очищение и на обновление. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Несмотря на склонность к усталости, легкие физические упражнения, йога, прогулки на свежем воздухе помогут поддержать тонус ваших мышц и улучшить кровообращение. Кроме того, сегодняшний день подходит для глубоких размышлений, для проведения практик, медитаций. Это поможет вам снизить уровень стресса и лучше понять свои эмоциональные потребности. Еще раз делаем акцент, что энергия все-таки 19 лунных суток может провоцировать вас на какие-то ссоры, на разногласия, скандалы. Поэтому все-таки старайтесь сегодня избегать стрессовых ситуаций и сохранять эмоциональное равновесие. Также сегодня постарайтесь уделить внимание профилактическим мерам, таким как прием витаминов, минералам, но именно те, которые будут укреплять ваш иммунитет. Полезно сегодня проводить дыхательные упражнения и практики релаксации. Также в этот день рекомендуется избегать тяжелой и жирной пищи. Полезно употреблять больше овощей, фруктов и продуктов, которые богаты клетчаткой. Откажитесь от алкоголя и продуктов, которые могут вызывать у вас аллергические реакции. Также сегодня и уделите внимание качеству сна. Ложитесь спать пораньше, чтобы обеспечить себе полноценный отдых. В то же время такой вот совет: избегайте использования гаджетов перед сном, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.
Также постарайтесь заняться сегодня своим какими-то любимыми хобби, общайтесь с близкими людьми и старайтесь избегать негативных новостей, информации, которая может вызвать у вас стресс, тревогу или суету. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня, 27 мая, повышается риск обострения хронических заболеваний. Обратите внимание на сигналы своего организма и не пренебрегайте профилактическими мерами. Что же касательно лунного календаря денег на 27 мая, то обращаем ваше внимание, что убывающая луна, которая находится сегодня в Козероге, она направлена больше на завершение дел, на подведение итогов и избавление от всего ненужного. Кроме того, сегодня прекрасный день для анализа финансовой ситуации и разработки стратегий, которые будут направлены на экономию и оптимизацию ваших расходов. Кроме того, сегодня хорошо погашать долги, рассчитываться за то, что вы, возможно, за коммунальные услуги. Это поможет вам снизить финансовую нагрузку и, конечно же, избавиться от долговой ямы. Также сегодня старайтесь избегать импульсивных покупок и ненужных трат. Фокусируйтесь сегодня на том, что действительно вам необходимо. Кроме того, влияние знака зодиака Козерог на финансы будет способствовать ответственному и стратегическому подходу к деньгам. Это время, когда стоит уделить внимание долгосрочному планированию и инвестированию. Также постарайтесь использовать этот день и для своего профессионального роста. Попросите повышения или, как вариант, подумайте о смене работы, если текущая ситуация не удовлетворяет ваши финансовые потребности. В то же время 19-е лунные сутки – это день будет, который насыщенный энергией и будет требовать осторожности в финансовых делах. Он связан с испытаниями и необходимостью выдержки. В этот день важно быть внимательным к своим действиям и старайтесь избегать поспешных решений. Теперь давайте поговорим, что же нам сегодня несет карта Таро на этот день, 27 мая. Итак, друзья, сегодня выпала карта Таро Туз Пентаклей. Эта карта приносит с собой особую энергию и значение, которое стоит все-таки рассмотреть более подробно. И сегодня именно Туз Пентаклей указывает нам на то, что впереди нас ждет шанс начать что-то новое и успешное. Это может быть и новый проект, это может быть новая работа, какая-то финансовая инвестиция или даже приобретение имущества. Также карта предвещает и улучшение финансового положения. Это может быть неожиданная прибыль, наследство, выигрыш или повышение на работе. Важно не упустить этот шанс и постарайтесь воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Кроме того, туз Пентаклей напоминает, что ваши усилия и упорство будут вознаграждены. Все, что вы начинаете в этот день, имеет большие шансы на успех и долгосрочные результаты. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы все то, что касается вообще денег, финансов, имущества, вы подходили только с умом. Даже если вам сегодня говорят, что это будет лучшая цена, что вы выгодно продадите что-то или, наоборот, купите, остановитесь. Когда вам такое вот говорят, возьмите, изучите более детально вопросы или обратитесь к специалистам своего дела, или возьмите, изучите детально вопрос. Все открыто есть в интернете, вы все это прекрасно знаете. Поэтому не ленитесь, пожалуйста, потому что очень часто расчет идет на то, что человек не знает, не владеет информацией, и у нас люди что делают? Они всегда доверяют другому человеку, но другой этот человек пытается использовать все только в своих корыстных целях. Поэтому всегда изучайте, анализируйте и после этого только принимайте решения. Особенно это когда касается каких-то кардинальных изменений, когда это касается покупки или продажи чего-либо. Что же касательно совета от Архангела Михаила, то основной совет на этот день звучит следующим образом. Сохраняйте внутреннюю свою силу и доверяйте себе. И вы должны понимать, что сегодня ваша интуиция и ваш внутренний голос – это ваши верные союзники в любой ситуации. Поэтому доверяйте своим чувствам и позвольте им направить вас. Очень хорошо сегодня укреплять свою веру в себя. Обращайтесь к ангелу, своему ангелу-хранителю, обращайтесь к архангелу Михаилу.
попросите его о защите, о руководстве. Кроме того, подумайте о том, какие у вас сильные стороны есть, и у вас какие есть достижения. Вот сами себе только говорите, проговаривайте, прописывайте только именно вот правде в глаза, потому что вы должны понимать и то, что как только вы сами найдете в себе сильные стороны, те достижения, которые есть в вашей жизни. Даже если кто-то вас за это осуждает, но вы этим гордитесь, это очень важно, то вы должны понять, что вы способны на многое, и ваши усилия обязательно принесут вам плоды. Кроме того, очень важно, чтобы вы сегодня, если у вас есть какие-то, вам нужно принять сегодня какое-то трудное решение, то очень важно, чтобы вы сделали правильный шаг. И как сделать правильный шаг? Вы должны довериться себе, вы должны прочувствовать вот тот ответ, который действительно для вас принципиально важен. Ну и, друзья, как мы сегодня с вами говорили, сегодня обязательно проведите следующую практику. Эту практику вы можете провести сегодня в любое время. Что мы делаем? Мы берем буквально щепотку соли, и далее что мы делаем? Перед тем, как бросить соль, убедитесь, что ваш порог чист и свободен от мусора, потому что именно вот это действие поможет вам привлечь больше положительной энергии. Далее, подходя к порогу, сосредоточьтесь на своих желаниях и представьте, как они уже исполняются. Когда будете бросать соль на порог, произнесите вслух или про себя следующие слова. «Соль на порог бросаю, счастье и удачу в дом призываю. Пусть радость и чудеса придут, беды и горести уйдут. Аминь». Бросили, и после этого разворачивайтесь и занимайтесь своими делами. При этом еще раз делаем акцент, эту практику вы можете провести и в вечернее время. Это очень важно. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 27 мая. Мы всем желаем изобилия, достатка и благополучия. Пусть день для вас пройдет прекрасно, плодотворно, чудесно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!